Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкусного дрожжевого пирога с яблочно-шоколадным повидлом. И из этого же теста я приготовлю булочки с разными начинками. Начинка может быть любой, по вашему вкусу. Сначала готовлю опару. Здесь 30 грамм прессованных дрожжей. Добавляю 50 грамм сахара и перетираю сахар с дрожжами. Так дрожжи быстрее разморозятся и станут мягче. Дрожжи я замораживаю для продления их срока хранения. Заморозка продлевает срок годности дрожжей более чем на год. Все продукты в рецепте, кроме дрожжей, комнатной температуры. Добавляю 250 мл теплого топленого молока. Жирность молока 2,5%. Температура молока должна быть не ниже 36 градусов. И хорошо перемешиваю. Накрываю опару пищевой пленкой и убираю в теплое место в духовку с включенной лампочкой на 10-15 минут, чтобы дрожжи проснулись. Я буду готовить пирог с миндальной глазурью. Для нее мне понадобится 2 белка. Немного желтка попало к белкам, но для глазури это не критично. Белки пока отставляю в сторону. К желткам добавляю 1 яйцо и тоже пока отставляю. Дрожжи проснулись и начали работать. В опару добавляю щепотку соли, 10 грамм ванильного сахара по вкусу, яйца и все перемешиваю венчиком. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Муку я просеяла с запасом 660 грамм. В одной миске у меня 400 грамм, а во второй 260 грамм соответственно. Добавляю муку частями, повторно ее просеиваю и замешиваю тесто. Сначала замешиваю тесто лопаткой, чтобы не было комочков. Добавляю 50 грамм размягченного сливочного масла и хорошо вмешиваю его в тесто. Лопаткой тесто уже мешать неудобно. Дальше тесто буду месить руками. Месить тесто нужно 7-10 минут до гладкости. Тесто липнет к рукам, поэтому руки и миску слегка смазываю подсолнечным маслом без запаха и продолжаю месить тесто. Забивать тесто мукой не хочу, поэтому муку больше не добавляю. Тесто должно получиться мягким, эластичным и немного липнуть к рукам. Накрываю миску с тестом пищевой пленкой и убираю в теплое место на 1–1,5 часа. Тесто должно увеличиться в объеме не менее чем в 2 раза. Коврик для теста смазываю растительным маслом. Тесто стояло в духовке с включенной лампочкой 45 минут. Оно хорошо поднялось. Муки в тесто у меня ушло 580 грамм. У вас может уйти муки как больше, так и меньше.
Это зависит от муки. Выкладываю его на коврик и немного обминаю. Чашу весов я тоже смазала растительным маслом и взвешиваю тесто. Вес теста 1 кг 99 грамм. Делю его на две части. Часть теста оставлю на булочке. А большую часть теста для пирога делю на две равные части. Обминаю его и скатываю в колобки. Тесто для булочек убираю под пленку. Раскрываю кусочек теста руками, скалку притрушиваю мукой и раскатываю в пласт. Ориентируюсь на нарисованный круг на коврике, чтобы пирог поместился на противень. Тесто должно быть одинаковой толщины по всей поверхности. Перекладываю тесто на лист антипригарного пергамента. Если вы не уверены в качестве своей бумаги для выпечки, то смажьте ее небольшим количеством масла. Перекладываю лист с тестом на противень. Вторую часть теста раскатываю аналогично первой. Здесь 180 грамм яблочно-шоколадного повидла. Его рецепт появится в подсказке вверху экрана. Смазываю повидлом тесто, не доходя до краев. Начинка может быть любой, по вашему вкусу. Это может быть повидло, джем или варенье. Сверху накрываю второй частью теста и выравниваю слои относительно друг друга. По центру пирога для удобства ставлю стакан и делаю на тесте надрезы по кругу. Каждую полосу закручиваю и скрепляю края двух соседних полос друг с другом. Пока пирог стоит на расстойке, готовлю миндальную глазурь. К двум белкам добавляю 50 грамм сахара и все хорошо перемешиваю венчиком. Добавляю 10 грамм ванильного сахара по вкусу и снова перемешиваю. Добавляю 80 грамм миндальной муки и перемешиваю до однородности. Вот такая консистенция глазури у меня получилась. Кисточкой аккуратно, чтобы не осадить тесто, наношу глазурь на пирог. На булочке глазурь я решила не наносить, поэтому на пирог наношу глазурь толстым слоем. Сверху пирог присыпаю необжаренными миндальными лепестками по вкусу. Выпекать пирог буду в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 35-40 минут в режиме вверх-вниз, в зависимости от вашей духовки. Пока пирог печется, приготовлю булочки. Тесто обминаю и делю на 10 равных частей, весом 47 грамм каждый.
обминая каждый кусочек и скатывая в колобок. Накрываю заготовки пищевой пленкой. Кусочек раскрываю рукой и скалкой, притрушенной мукой, раскатываю в прямоугольник. При помощи ножа делаю произвольные надрезы на половине заготовки, не доходя до краев прямоугольника. На вторую часть заготовки выкладываю начинку. У меня это яблочно-шоколадное повидло. И заворачиваю ее. Края скрепляю, чтобы повидло во время выпечки не вытекло. В общем, формирую булочки. В одну булочку в качестве начинки кладу 50 грамм джема из золотистой смородины. А в несколько других кладу обычное яблочное повидло. Его ушло примерно 200 грамм. Мой пирог готов, он выпекался примерно 35 минут. Булочки я переложила на противень, застеленный антипригарным пергаментом. Дала им немного подойти и смазываю их молоком. Даю булочкам немного постоять и отправляю их выпекаться в духовку при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз на 20-25 минут. Мои булочки готовы, они выпекались 25 минут. Вот такие булочки у меня получились. Список продуктов, которые я использовала для приготовления пирога и булочек, вы сейчас видите на экране. Хочу оставить небольшое замечание. Если использовать миндальную глазурь только для смазывания пирога, то ее можно готовить в 2 раза меньше. То есть использовать 1 яичный белок, 25 грамм сахара, 40 грамм миндальной муки и ванильный сахар по вкусу. В моей семье очень любят различную домашнюю выпечку, в том числе сдобные пироги и булочки. Пирог получился большого размера, поэтому красиво продемонстрировать его у меня не получается. Но поверьте, что пирог очень вкусный. Моим мужчинам вкус этого пирога очень нравится. Когда я спрашиваю у них, что больше всего им нравится в этом пироге, они отвечают: все. Тесто получается мягкое, с легким привкусом карамели и затопленного молока. Начинка со вкусом какао и яблок. А миндальная глазурь придает пирогу дополнительный вкус миндаля. Пирог не очень сладкий, в нем все в меру, именно так, как я люблю. Приготовьте пирог по этому рецепту, думаю, что его вкус вам тоже понравится. Булочки тоже получаются вкусными. Они мягкие, нежные и долго не черствеют. Конечно же, в качестве начинки вы можете использовать любой густой джем, повидло или варенье по вашему вкусу. Мне попалась булочка со смородиновым джемом. А так как она была всего одна, то, наверное, это к удаче. На этом тесте можно приготовить пирог, булочки или пирожки с любой начинкой. Все получается вкусно. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал,
Оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира, добра и благополучия. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!